Всем привет! Ну что, присоединяемся к эфиру. Пишем тему «Ответы на вопросы». Так, ну що, починаємо. Приєднуйтесь. Сьогодні будемо розбиратися з важливими питаннями, які ви писали в повідомленнях. У нас, як завжди, три ефіри: Instagram, YouTube, Facebook. Тому приєднуйтесь. Також, хто приєднався, пишіть вік дитини. Значит, сейчас мы будем разбираться с теми вопросами, которые вы в первую очередь писали в анкете. И потом по ходу эфира, если появляются какие-то вопросы, вы тоже можете их писать, для того, чтобы мы разобрались с ними в прямом эфире. Так, смотрю, жду ваш возраст детей немножко, чтобы вы дали обратную связь. 1,5 годика, отлично. Кто был на прошлых эфирах, тоже пишите. И я сейчас жду пару секундочек буквально, чтобы начинать эфир, пока все подключаются. Угу. Окей. Все, поехали. Тех, кто написал возраст деток. Отлично. Значит, кратко, кто со мной еще не знаком, меня зовут Елена Антонюк, я автор проекта «Все дети гении», мама 2 деток. С ними мы с момента рождения занимаемся по всем методам природного развития, о которых я вам рассказываю. Ну и, конечно, это все самое важное, что можно дать нашим детям. Поэтому ответственные родители, мы занимаемся с детками в 6 основных направлениях. И важно, чтобы вы держали этот баланс. Ну и баланс не только в занятиях с детками, но и баланс в том, как вы себя чувствуете как мама. Поэтому там все важные моменты, чтобы мы нашли этот баланс в своей жизни и смогли воспитывать уверенных, крутых, умных детей. Так. Угу. Первое. Секундочку. Первый вопрос звучит таким образом. У нас 3 деток, 7 месяцев, 2 года и 4,7. Как всем одновременно уделить внимание? Сын у нас очень активный, даже после полуторачасовой прогулки силы есть. Если отдать на музыку, поможет ли это в выплеске энергии? Нет, на музыке ребенок не будет выплескивать энергию, ребенок будет развивать слух, учиться слышать, учиться воспринимать через слух. Это влияет на речь. Да, здравствуйте всем, кто присоединился. Хочу курс для детей от 1 до 6. Да, вы можете писать в личку, либо смотреть в шапке профиля, потому что сегодня вот буквально осталось меньше, чем полдня самых крутых скидок лета, поэтому ловите возможности и можете присоединиться к практике. Так, значит, смотрите, как заниматься с несколькими детьми одновременно. Когда у вас дети с небольшой возрастной разницей, то, в принципе, ну, как бы первый год он будет более тяжелый, а дальше будет намного проще, потому что вы можете вовлекать 2 детей. Главное, первого ребенка классно воспитывать, классно развивать, тогда он будет учить второго ребенка. Значит, когда вы делаете, например, программы, да, вы всегда можете, делая, например, ту же программу равновесия, брать малыша к себе на руки и выполнять определенные действия по вестибулярке, а старшему ребенку давать в руки машинку, медведя, куклу, любую другую вещь, любую другую игрушку, которую он тоже будет тренировать. И если вы прослушивали модуль, например, братья и сестры, то вы понимаете, что для того, чтобы младший ребенок не вызывал ревности у старшего, когда появляется второй ребенок, да, то вы должны правильно простраивать вот эту систему взаимоотношений. У каждого из детей должно быть качественное время мама, ребенок, папа, ребенок по правилу 4 единиц. 1 ребенок, 1 час, 1 раз в неделю минимум, да, с каждой 1 взрослый и 1 ребенок наедине. То есть вот это вот правило играет огромную роль в том, насколько ваш малыш понимает, что он важен. Если вы будете оттеснять старшего ребенка и говорить там, иди отсюда, не мешай, не веди себя там неаккуратно с малышом, да, то ребенок старший будет еще больше ревновать, поэтому вам просто нужно настроить правильно эту систему взаимодействия с детками, и все будет хорошо. Значит, для старшего ребенка, значит, вы даете недостаточное количество тренировок, и он не скидывает свою энергию. И если ребенок не скидывает свою энергию, чем это чревато? Значит, это чревато тем, на самом деле, что у ребенка это потом будет выходить в виде негативных действий, в виде там какого-то плохого поведения, неадекватных реакций, да, либо просто психосоматика, когда ребенок болеет. Так. Секундочку. Дальше.
С какого возраста нужно развивать баланс? Значит, баланс начинает развиваться с момента рождения. С момента рождения, когда ваш ребенок приезжает домой из роддома, у вас начинаются тренировки в 3 основных направлениях. Первое направление – это баланс. Это те 21 упражнения, которые вы будете делать первые 18 месяцев. Из них первые 16 упражнений вы делаете 4 месяца. То есть вы готовите вестибулярную систему ребенка к этому процессу, и только потом вы переходите на следующую, более сложную программу в адаптированной программе равновесия. Почему нельзя резко включать баланс, даже если вы там, например, вы вообще не занимались балансом ранее, но бывает такая ситуация, что родители не готовились к рождению ребенка, и они не знают вообще, что нужно заниматься балансом, тренировкой рук, тренировкой подвижности, и они пропускают, например, первый месяц, первые 3 месяца, первые 6 месяцев, первые пару лет. Вот, то есть, если вы сразу начнете делать вестибулярку, у ребенка будет кружиться голова, ему может подташнивать, ребенку может быть дискомфортно, и он будет отказываться от этого. То есть даже если вы пропустили, вы не начинаете с возрастной программы ребенка. Да, по паспорту ребенку там 3 месяца, 6 месяцев, 12 месяцев, 3 года, но по факту развития ребенок на нулевом уровне развития баланса. То есть вам нужно возвращаться назад, вот, и начинать занятие баланса с самого нуля. И так вам нужно делать 4 месяца, потому что тогда вестибулярный аппарат ребенка подготовится, и тогда он сможет нормально, плавно перейти на следующий уровень без негативных вот этих вот ощущений. Если вы резко включаете программу баланса с попыткой быстро наверстать, раз я столько пропустила, то может быть ситуация, что вы просто отбиваете желание у ребенка это делать, и вместо того, чтобы получить нужный результат, чтобы ребенок хотел заниматься, мы получаем отрицательный результат. Так, у меня 3 детей, моему меньшему малышу 1,5 месяца, мы живем в общежитии, места катастрофически не хватает, негде поставить спортивный центр, как можно заменить с помощью подручных средств занятия на нем. Значит, смотрите, спортивный центр, он не является обязательным элементом для того, чтобы развивать ребенка. Да, он является дополнительной штукой, треки тоже классная вещь, они все помогают для того, чтобы ребенок быстрее начал переходить на следующий этап развития мозга, но фактически это не является обязательной вещью, потому что в программе у вас 95% самой программы не требует вообще ни дополнительных гаджетов, ни дополнительных каких-то вещей, это требует просто ваших знаний. То есть это вот то, что вы можете делать с ребенком, это те же массажи, это та же подвижность, это та же вестибулярка, это та же тренировка рук и так далее. Ой, точно, какая тема ефіра? Ответы на вопросы. Яка буде тривалість ефіру? Тривалість ефіру в нас завжди година. Так, ответы на вопросы. Я написала тему и не закрепила ее. Сори. Ответы на вопросы. Те вопросы, которые вы можете задавать сейчас, и те вопросы, которые вы писали в анкетке ранее. Пособирала немножко ваши ответи. Ой, вопроси. Даю вам на них ответи. Так, закріпила тему. Якщо є якісь питання, ви теж можете писати в ефірі зараз, я буду на них відповідати. Значит, 1,5 месяца. Значит, ребенок 1,5 месяца. Что у него должно быть? У него должен быть хороший коврик для тренировок. Это коврик, который приблизительно занимает около там, 1,80 м на 2. Сейчас покажу, как он выглядит. Инстаграм будет видеть, Фейсбук, Ютуб, простите, не будет видеть, потому что презентация идет только у нас в Инстаграме. Так, сейчас покажу вам коврик, на котором, допустим, мои дети жили первые полгода жизни, и я жила вместе с ними на таком коврике, потому что очень важно вот это взаимодействие. Помните, мы с вами говорили на одном из эфиров, что взаимодействие мама-ребенок играет основную роль в том, как формируется доверие к миру. Если вы правильно отвечаете на вот эти вот запросы ребенка, да, когда он там где-то поплакал, вы к нему там дали обратную связь, обняли, дали какую-то там потребность, которая у ребенка есть. Да, если вы не реагируете, ребенок долго плачет, это не здорово, это влияет на то, каким образом он себя чувствует и так далее. Вот такой коврик. Это то, что действительно будет помогать, будет полезно. Он должен находиться в каком-то укромном уголочке. Вот знаете, вот когда родители говорят, да, он стоит там около 20 или 30 евро приблизительно, но когда родители говорят такие странные вещи, типа нет денег там на коврик, нет денег на курс, нет денег еще на что-то, понимаете, вы можете якобы, вот это мнимая экономия, якобы сэкономить сейчас, но потом, не отработав базовые вещи, вам придется в 10 раз больше потратить времени, денег, сил, энергии, нервов и всего остального. Поэтому правильно распределяйте приоритеты. Когда ребенок маленький, есть реально важные вещи, от которых зависит его развитие дальнейшее. Вот. И тут, ну, собственно говоря, лучше не экономить на каких-то вещах действительно важных. Например, если родители не знают, что делать, да, то они столько ошибок делают, это просто катастрофа. И потом это все приходится корректировать. Так, годы 7, что посоветуете для плавного отлучения от ГВ? Смотрите, если вы приняли решение, что вы отлучаете ребенка от груди, первое, что вы должны понимать, что на грудном вскармливании иммунитет лучше. Лучше, если вы отключаете это или осень, или весна, но не лето. Ну, я
я, честно говоря, скажу так, лучше и не зима, потому что зимой куча вирусов, и... Привет, малыш, у меня эфир. Потому что зимой куча вирусов, и когда ребенок ловит вирусы, то, ну, на самом деле он будет действительно дольше болеть, и вам будет сложнее его потом лечить от этого всего. Вот, поэтому плавное отлучение, вы уменьшаете количество кормлений, потом, получается, вы оставляете только вечернее кормление. Когда вы оставляете вечернее кормление, в какой-то один из дней, желательно четверг, пятница, ближе к выходным, вы просто оставляете, давай, закрою тебя, выпущу, вы просто оставляете, заменяете молоко, заменяете водичкой. Вот. Ну, естественно, ребенок поначалу может возмущаться на тему того, что водичка, а не молоко, но тут идет правильный подход, когда вы даете обратную связь, вы вместе, я рядом, мы сможем с тобой пройти вот эти вот фрустрирующие моменты, и ребенку становится намного проще. Так, секундочку, смотрю. Угу. Які вправи рекомендуєте для того, щоб дитина сіла, повзає по-пластунськи, один пробував сісти, але впав. Піднімає високо попу, вище голови, крутить ногами, присідає на них, а сісти не наважується. Так само і повзати по-пластунськи, повзає швидко, якісно, щоб підтримує підгрудки, повзає на четвереньках, але сам не наважується приставляти ручки. Дивіться, завжди пишіть вік дитини. Коли ви пишете питання, пишіть, будь ласка, вік дитини. Значить, що ви маєте розуміти? Дитину не треба окремо вчити сісти. Його треба навчити повзати на четвереньках, на карачках. Це означає, що всі сили ви маєте кинути на відпрацьовку правильних рухів, на перехресний рух і на те, що у вас є в програмі молодшого курсу в модулі «Як вчити дитину повзати». І от коли ви виконуєте ті вправи по підняттю животика для того, щоб дитина вже була на карачках, так, то ви допомагаєте дитині перейти на четвереньки. І коли він вже повзе у вас на четвереньках, то він сам сідає або на ліву половину попи, або на праву половину попи. Я зараз вам покажу, як це виглядає. Так, молодший. Значить, якщо дитина ще повзає на животику, то їй ще поки що трошки рано сідати на попу, і якби вона тільки готує свою спиночку до того, щоб сідати. То так виглядає самостійне сидіння, повзе і оп, присів на один бочок або присів на інший бочок. Коли дитина піднімає попу доверху, то це, в принципі, один із елементів підготовки до повзання на четвереньках. Тобто такі перехідні транзиторні етапи, вони теж є в дитини, і тут просто треба додати вправи, які у вас є в уроці в цьому. Там в кожному уроці, приблизно в залежності від уроку, від 5 до 20-25 вправ по кожній темі, так? Тобто ті, які ви можете виконувати. Так, какой лучший коврик, именно черно-белый или можно цветной? Значит, смотрите, что касается черно-белого или цветного, в чем фишка? Ваш ребенок при рождении обладает очень плохим зрением. То есть он, когда рождается, у него все плывет перед глазами, фактически зрение у новорожденного очень плохое. То есть, тот же слух, да, он не так хорошо развит, как тактильные ощущения. Поэтому если ребенок рождается с меньшим весом, например, да, раньше срока или просто маленький, то такого ребенка нужно очень много прикасаться, обнимать, это должен быть тактильный контакт, то есть этого должно быть очень-очень много. Вот, соответственно, дальше вы будете развивать органы слуха и органы зрения. То есть первые 2 месяца у ребенка все плывет, как будто бы он под водой. Соответственно, с таким плохим зрением лучше всего видны черно-белые картинки, то есть контрастные картинки, которые вы можете показывать ребенку. Именно вот такое зрение у ребенка. Именно в этот период времени актуальны вот эти черно-белые коврики Глена Домана. Да? Первые 2 месяца. Дальше вы уже можете добавлять другие цвета, которые ребенок уже будет стараться различать. То есть вот эти вот моменты, которые мы даем ребенку в раннем возрасте, да, они помогают концентрировать зрение. У вас, опять же, в младшем курсе, в доп. Материалах, есть там около 20 упражнений на развитие зрения, около 20 упражнений на развитие слуха ребенка, новорожденного, маленького, около 20 упражнений на развитие тактильных ощущений. То есть в доп. Материалах обязательно это открывайте. И в сборничках, которые у вас есть, упражнения на каждый день, тоже это все смешано, как бы, да, чтобы вам это было легче. И что еще вам рекомендую? Возле кроватки ребенка обязательно вешайте какие-то картины, рамки, фоторамки, для того, чтобы ребенок цеплял глазиком, да, цеплялся взгляд на определенных предметах, чтобы он фокусировал свой взгляд. Потому что чаще всего, что мы делаем? Мы выкладываем ребенка, который лежит на спине и смотрит где-то там в белый потолок, и это, собственно говоря, не дает ему такого супер развития, и нету такого нормального этапа развития зрения, который помогает потом в дальнейшем фокусировать глазки на чтении. Да, вот как те, кто спрашивает, почему у меня дети так много читают, как у меня там
сын такие книги читает настолько быстро, как вы его заставляете? Невозможно заставить ребенка. То есть если вы плохо отработали этапы развития зрения, если ребенок мало отползал у вас на четвереньках, то, ну, скорее всего, вы в принципе не заставите ребенка читать, и это будет большая проблема. То есть ему сложно, а то, что нам сложно дается, мы всегда от него отказываемся. То есть мы физически тем, что недоразвивали те нужные навыки, мы физически отбиваем у ребенка желание вообще, в принципе, что-либо делать. Мальчику 7 лет, как реагировать на его обиды, очень обижается, как правильно подходить к ребенку, так, чтобы он слышал то, что ему говорят, и не обижался. Смотрите, пожалуйста, в старшем курсе модуль, да, который называется «Психология и поведение». Там все основы. Мальчик в 7 лет, он уже не обижается, да, он уже четко понимает и знает, что это не является нормальным форматом коммуникации между людьми. Обижаться – это вообще как бы самая бестолковая тема, она очень токсичная, обиды очень токсичные, и они заставляют мучиться только обиженного, да, то есть поэтому вы должны с маленького возраста, 2 года плюс, доносить ребенку правильный, простраивать ему правильный формат коммуникации с миром, да, если у тебя что-то есть, какое-то переживание, это нормально, то есть ты можешь переживать, ты можешь злиться, ты можешь чувствовать негативные эмоции, но ты не должен их к себе зажимать, обижаться и ждать, пока там что-то произойдет. Это что? Это позиция жертвы. Мы с вами уже неоднократно говорили по поводу позиции жертвы, она уже проигрышная изначально, да, жертвы думают, что от них ничего в жизни не зависит, виноваты все в подряд, муж, жена, там, государство, правительство, кто угодно, кроме меня, то есть они не видят, что проблема на самом деле в них, и, соответственно, когда ребенок находится в позиции «я обиделся», да, он в позиции «я жертва». Это очень-очень плохая позиция, которая просто испортит ему жизнь в коммуникации в паре с женой, да, и с детьми, и совсем-совсем. То есть это очень негативно влияет. Поэтому просто психологически вам правильно нужно простраивать эту систему. Вы можете, ну так как уже ребенку 7 лет, ему не актуально вот все, что связано с этапами развития мозга, потому что мозг развивается активно до 7 лет, до 5 лет, простите, до 6 лет. До 5 лет формируются нейронные связи очень активно, потом отрезаются лишние, да, а до 6 ребенок проходит практически основную часть развития мозга. Вот, и, ну, вот эти вот базовые вещи вы уже как бы либо заложили, либо не заложили. А вот психология и поведение можно просто отдельным модулем его брать, потому что оно актуально любому ребенку. От этих модулей зависит ваше качество родительства, да, насколько вам легко, либо сложно. Зависит то, насколько психологически стабильный и здоровый ваш ребенок, насколько он может взаимодействовать со внешним миром, насколько у него хорошо развит эмоциональный интеллект, как он понимает себя и так далее. Так, вижу, Facebook тоже задает вопросы, сейчас переключимся. Донька рік і 6 перестала їсти ложкою і виделкою, що робити? Мотивувати дитину. Якщо ви на практиці просто відкриваєте старший модуль, там є модуль, є молодший курс, є старший курс. В старшому курсі у вас є повністю все, що стосується дитини від року до 6. Там є в тому числі і розвиток самостійності. Розвиток самостійності починається з 6 місяців. Ви даєте ложечки, дитина починає вчитися іми користуватися. З 10 місяців дитина їсть сама. З 1,5 року починається бажання вдягатися, і ви маєте дитині давати правильні ігри. І там саме є інформація, як привчати дитину до того, щоб вона сама їла. Але те, що ви маєте розуміти, просто замотивувати дитину неможливо. Можна замотивувати, якщо в неї є база, основа, нормально хапають руки, якщо ви тренували мануальні навички, і дитина вміє користуватися руками, так? Якщо вона не вміє, не відпрацювала, ви не тренували мануальні навички, ви не проходили нічого з мілкої моторики, то дитина просто банально не може у вас схопити цю ложку. Як би ви там біля неї не скакали, їй важко. Тому це йде все паралельно. Фізичний розвиток, рук, да, щоб вони могли хапати, і мотивація. Правильно, це вже психологія, яку ви включаєте. Але ви можете грати в ігри, які пов'язані з тим, що там дитина готує там ведмедика, ляльку, машинку, все, що можна взагалі знайти. Так, книжки переставляє, а ручки ні, падає на животик. Значить, у дитини не підготовлені руки, тобто ви не працювали з мануальними навичками. Скільки ви тренуєтеся в день на мануальні навички? Оце, будь ласка, мені скажіть, щоб я розуміла, чи все окей в тому напрямку. Так, переходимо до Фейсбуку. Моїй доньці, чи Фейсбук, чи Ютуб, не знаю, вибачте. Моїй доньці 2 роки 9 місяців, їй це подобається малювати, співати, грати в футбол, в ракетки. Просто сама собі гратися. Але якщо щось починаємо вчити, букви, цифри, не хоче, як зрозуміти, який в неї талант і чи варто настоювати на вченні. Перше, у вас після 3 років приблизно вже буде видно, що дитині подобається. І щоб зрозуміти, який талант, є окремий курс, називається 10 типів мислення. От там є пояснення, так, які моменти проявляють
проявляє кожен тип мислення, де схований талант дитини, так? Які є направлення, як кожну дитину треба виховувати згідно її типу мислення. Але зараз вам не те, щоб настоювати на навчанні, вам просто треба зрозуміти, як ваша дитина вчиться. Тобто, кожна маленька дитина готова вчити і букви, і цифри, але через рух. Якщо ви хочете, щоб дитина знала букви, цифри, розклеюємо там великими літерами, роздруковуємо А, Б, В, там спочатку голосні, да? А, О, У, І і так далі. І розкладаєте по всій кімнаті. І кажете, хто швидше добіжить до букви А, до літери А, хто швидше до літери Б, хто там до літери О. І поїхали. Так? І дитина в русі, вона бігає для неї. В перші 6 років це максимально природньо бігти, рухатися, так? І от через фізичний досвід ви даєте дитині інтелектуальні знання. У вас в старшому курсі є такий розділ, як 500 ідей для розвитку дитини. І от там якраз я дала вам повністю свою згруповану програму, по якій я займалася зі своїми дітьми. Ті, хто просить і каже, що там дайте те, як ви займались. От це воно і є. Так, ідемо далі. Але зараз такі маленькі дитинці, їй треба давати дуже багато різних направлень, це круто. Тому що зараз вона до 6 років, вона фактично спробувала там, і вона розуміє, що мені подобається, що я люблю, що я не люблю. Так, во сколько месяцев можно начинать давать прикорм? А я за то, чтобы начинать давать прикорм около 6 месяцев. То есть где-то в среднем, там, без 15,6 образно, да, я давала детям уже ниблеры. У ниблеров тоже есть вот разные мнения по поводу ниблера, но я за ниблеры, потому что ниблеры в начальном этапе, когда ребенок приучается к еде, они полезны, они дают возможность ребенку хватать этот предмет, да, там, палка, на которой сетка, в сетке еда, добывать вкус, это мотивирует пищевой интерес у ребенка, и это очень круто. Поэтому прикорм 6, в младшем курсе у вас есть рекомендации по прикорму, там же есть рекомендации, как учить ребенка самостоятельно кушать, я вам неоднократно показывала, не знаю, Facebook, YouTube не видит эту картинку, но в Инстаграме, опять-таки, Инстаграм «Дети гении», дети, нижнее подчеркивание, гении, туда тоже можете подключаться, в Инстаграме тоже я с картинками стараюсь показывать. И, кстати, те, кто в Инстаграме, я тоже напомню, что у нас есть YouTube-канал, так и называется, просто загуглите «Все дети гении». Там много психологии и всего остального, то есть такие вот моменты, которые тоже можно прослушивать. Вот. Ну а если практика, то практика, конечно, только собранная, она только на практических курсах. То есть ну, небольшое количество, там около 5% вы можете в YouTube тоже посмотреть, но вся остальная масса, она находится там. Так, это я вам что-то не то открыла, в общем, ладно, это про детские тренировки. Значит, с прикормом сказали, 7 месяцев стала высаживать на унитаз, не хочу горшок. Если минус унитаза и что горшок точно надо, как часто нужно высаживать. Значит, смотрите, тоже эта тема горшка есть у вас в младшем курсе и в старшем курсе. Глобально говоря, неважно, унитаз или горшок, но, опять же, я бы все-таки от горшка не отказывалась полностью. На унитаз, если вы купили накладку, это тоже как вариант. То есть это тоже неплохой вариант для того, чтобы приучать ребенка. И там я тоже говорила, что можно делать разнообразие, можно добавлять разнообразие. Унитаз, горшок, если это мальчик лето, где-то лес, там можно пописать под кустик и так далее. То есть больше разнообразие, больше вот такой вот широкий взгляд на приучение ребенка к горшку. Я приучала своих детей с момента сидения. Это для меня была очень выгодная штука, потому что утром я подловила момент, когда через 10 минут после завтрака ребенок ходит на горшок. Ребенок садится на горшок, выдает все по-большому, и я целый день не знаю, что такое грязные закатанные памперсы. Но я всегда говорю, что я мама-оптимизатор, я мама ленивая. Я никогда не делаю за детей то, что дети могут делать сами. По принципу того, что если я делаю за них, то они не развивают свою самостоятельность. Соответственно, тут 2 зайца можно убить сразу, да, и ребенок самостоятельный, и мама не занимается ерундой, которая ее на самом деле очень сильно выматывает, вот это вот все. Поэтому приучайте детей к этому процессу. Как часто нужно высаживать? Все, что касается детей до 1,5-2 лет, они головой не понимают, что они хотят писать и какать до 1,5-2 лет. То есть, глобально говоря, все, что вы делаете до этого возраста, 1,5-2 лет, это называется «мама подловила». Да? То есть мама почувствовала, мама поняла, как себя ребенок ведет, когда он хочет писать или какать, и вот в этот момент мама высаживает ребенка. То есть эта тема классная на самом деле, но тут нужно иметь вашу внутреннюю мотивацию, чтобы это делать. У меня была мотивация довольно хорошая, да, чтобы не чистить грязные попы, поэтому я подловила. Вот. Можно высаживать, ну, это зависит от того, сколько ваш ребенок пьет. Если очень много, например, там молока, воды, то это может быть каждые 20 минут. Если не очень много, то это может быть каждый час. То есть и вот дальше вы там ориентируетесь. Горшок почему нужен? Потому что когда ребенок уходит уже в самостоятельное высаживание на горшок, это 1,5-2 года, то перед сном
горшок стоит возле кровати, высадили ребенка на горшок, ребенок пописал, лег спать, и утром, как только он проснулся, снова привычка, ребенок пописал. Все, и тогда вы будете очень просто уходить от памперсов, и вот у меня дети уже в 2 года, они в памперсах уже даже не спали, то есть мы уже не покупали памперсы после 2-летнего возраста. Если ребенок в 3,5 месяца ручками берется за родительские пальчики и подтягивается, при этом пытается сесть, не повредит ли это позвоночнику? Сесть нельзя, подтягиваться можно. То есть если ребенок напрягает руки, это хорошо, но садиться ребенку, вертикализироваться ранее, чем он готов к этому, чем его спина к этому подготовилась, нельзя. Какой критерий готовности, если ребенок у вас начинает ползать в 5 месяцев на животе, в 6 месяцев на четвереньках, вот как только он у вас пополз на четвереньках, он сам начнет садиться. Не путайте форсирование событий, когда вы спешите, и природное развитие. Вот мы за природное развитие. То есть какой принцип? Мы даем ребенку тренировки, упражнения и возможности, правильное пространство, правильная мотивация, правильная одежда, правильные упражнения. И ребенок, когда готов сам, когда его мышцы подготовились, он это делает. Но это позволяет не затягивать, не делать задержек в развитии. Потому что очень многие детки не ползут, к сожалению, в 6 месяцев. А это, в свою очередь, затягивает следующий этап. Не пополз в 6 месяцев, да, он не пополз не потому, что он не талантливый, он такой же талантливый, прекрасный, замечательный ребенок. Просто у него были какие-то ограничения. Например, его не выкладывали с рождения на живот. Или выкладывали, но одевали, закрывали ноги, стопы. Да, ребенок пытается оттолкнуться, ноги разъехались, упал носом, все, негативная ассоциация со временем животика, ребенок орет. Вот, то есть, например, там нет упражнений, да, там с переворотами, да, ну, естественно, если ребенок лежит на спине в бестолковой позе, он просто физически не может это сделать. Поэтому от наших с вами знаний, от нашей с вами осознанности и понимания, что на каком этапе нужно делать, очень много зависит от развития ребенка. Вот, поэтому идет смещение в ползании, ребенок, например, пополз не в 6, а в 8, он у вас уже пойдет не в 10 месяцев сам, да, когда идет хорошо развитый баланс, а он уже пойдет в 12, 13. И вот каждый этап, он будет тоже смещаться, да, и таких этапов все больше, больше и больше. Поэтому не надо садиться, в 3,5 месяца нельзя категорически садиться. Сначала подготавливаем позвоночник, только потом мы его вертикализируем. Начала типа ползать 7 месяцев, начала типа ползать 6 месяцев, но она не быстро ползает. Ну, это нормально, когда ребенок только учится. Почему он должен быстро сразу ползать? Она отрабатывает движение. Сделает пару движений, смотрит по сторонам. Иногда снова подставляя руки, чтобы она почувствовала упор и опять поползла. Вот смотрите, еще одна фишка. Родители не ставят цели. То есть они не ставят цели ребенку, которые его интересуют. У меня дети ползали за мышкой, за фотоаппаратом, за мобильным телефоном. Потому что они видят, что эти предметы у родителей в руках, им хочется, им интересно. То есть они доползают, потрогали, пощупали, снова убрали. Только, пожалуйста, не забирайте у ребенка сразу его цель, его достижение, а то он у вас так старался, полз, добрался, победил, и тут вы, забрали. Ребенок такой, да ну его, не буду я больше ползти. Все равно жизнь не дает тебе то, что ты хочешь. То есть еще и правильные с точки зрения психологии должны быть выводы. Не забирайте у ребенка. Дайте хотя бы немножко насладиться, а потом снова отодвиньте, да, то есть вот этот момент. Так, прошу прощения. Прошу прощения, перебился эфир, звонит любимый, очень настойчиво звонит. Напишу сейчас, что занято. Так, видно, слышно? Дайте обратную связь. Инстаграм чуть-чуть подвис. Фейсбук, Ютуб, все нормально, держимся. Так, все. Идем дальше. Дочке 3 года, катается на велобеге и пробует на 4-колесном велосипеде. Коляску брали в дальнюю дорогу в 2,5, но сейчас едем на полдня без машины. Она устает, я ее несу на руках. 3 года. Нельзя уже носить на руках. Или засыпает в автобусе, например. Думаю купить велосипед с педалями, подножкой и ручкой для родителей, с откидывающейся спинкой для таких выездов. Не вредно ли это будет ей в плане развития? Первое, смотрите, что мне нравится. То, что ребенок катается на велобеге. Что мне не нравится? Что ребенок катается на 4-колесном велосипеде. То есть, это либо 2 колеса спереди, 2 сзади, либо одно спереди, одно по центру, еще и 2 по бокам. В общем-то, это не полезная штука, потому что она не развивает баланс, она абсолютно бестолковая, и она еще и заставляет ребенка рассчитывать на эти дополнительные колеса, например, да, либо слишком стабильную конструкцию. Какое главное правило у нас с балансом? Баланс развивается через дисбаланс. То есть, чем более нестабильная ситуация у вашего ребенка, тем быстрее развивается у него баланс. Вот это, пожалуйста, учитывайте и не используйте такие виды спорта, как там велосипед,
велосипед на 4 колесах или на 8 колесах, или такое все стабильное, что ребенок прямо упасть никак не может и пошататься не может. Потому что это бестолково с точки зрения вестибулярного аппарата, уверенности и всего остального. Если ребенок начинает кататься на пупсобеге с 1 года, в 2 года он переходит на велобег с 2 колесами, он такой более нестабильный и более нестандартный, у вас уйдет около недели, чтобы приучить ребенка к этому процессу, то в 3,5 года ваш ребенок переходит на велосипед, но без дополнительных колес. Мы тоже перевели ребенка, Никита, я помню, когда мы первый раз его перевели на велик, мы ехали, по-моему, с Киева в Житомир, я говорю, давай возьмем велик ребенку, да, и мы где-то по дороге там купили какой-то бэушный велик, там где-то проезжали мимо, вот, и я говорю мужу, давай прикрути, пожалуйста, ему дополнительные колеса. Он говорит, да ну его не буду крутить, сам как-то научится. Вот, и вот это вот он с ним бегал, там минут 15, и потом ребенок поехал сразу же на велике без дополнительных колес. Почему? Потому что баланс хорошо развит, раз, программы, которые проходили с детства, и второе, благодаря велобегам. Велобеги и велосипеды – это виды спорта с сложной координацией движений, то есть там работает куча всего одновременно, еще и баланс, еще и как это все. В общем, это классная очень тема, и ребенок, чем раньше начинает заниматься вот этими видами спорта сложной координации движений, тем больше результат он получает. Поэтому убираем вот эти вот все бестолковые штуки, типа там велосипед с толкалкой сзади. А дальше простраиваем маршрут таким образом, чтобы вам не приходилось нести вашего ребенка в 3 года. В 3 года уже на маме не ездят и на коляске не ездят. И я знаю, что вы сейчас будете очень возмущаться, да как так, это же маленький ребенок, его же надо соломкой обложить. Я за то, чтобы у детей было правило маленьких сложностей. Я вам все время показывала, еще раз показываю, что это я не просто в теории вам это говорю. Мы с мужем, с нашими детьми внедрили детям все, что можно было придумать, все, что уходит из-под ног. Ну, в общем-то, любые виды спорта им даются абсолютно легко, моментально, они во все включаются, им все интересно, им все дается. Почему? Потому что мы используем правила маленьких сложностей. И это правило маленьких сложностей формирует сильную личность. И я думаю, что в свете современных событий, да, там сначала коронавирус там на 2 года, и ты должен быть сильным для того, чтобы что-то поменять, перестроиться, переформировать этот процесс. Сейчас война в Украине, нападение России на всю Украину, и куча мам с детьми должна убежать, чтобы спасти своих детей от убийц. Вот, то есть вот эти вот все моменты один за другим, это сложности, и таких сложностей у каждого человека по жизни будет очень много. Поэтому наша задача не обкладывать ребенка соломкой, да, и пытаться сделать его таким в идеальном плюшевом розовом мире, а наоборот давать ему сложности. И когда ребенок проходит сложности рядом с вами, он их проходит абсолютно легко. Да, другое дело, вы бросили уже во взрослую жизнь жестоко, сказали, иди в садик, в школу, да, сам как-то справишься. И вот если вы рядом не находитесь в момент, когда ребенок учится, что такое правило маленьких сложностей, то такой ребенок получит колоссальный стресс. Такому ребенку будет, действительно очень тяжело, и может срабатывать психосоматика, да, когда что-то идет не так, ребенок там может чаще болеть и чаще себя хуже чувствовать. Так, возвращаюсь к вопросам в Інстаграмі. Ніжки переставляю, ручки ні, падає, сказала, що це трошки треба підкачати руки. Доброго дня, що робити, коли дитина в 4 місяці, 4,5 місяці не 4-5 місяців не перевертається на живіт, лише на боки. Це означає, що ви не даєте дитині практику. Ви, скоріш за все, не займаєтеся з дитиною, тому що у вестибулярній програмі молодшого курсу у вас є вправи на перевороти дитини. Тобто вам просто треба займатися з дитиною, підмикайтеся до молодшого курсу, тим паче сьогодні, вже завтра нема, сьогодні вже менше, ніж півдня залишилося на те, що великі знижки на всю практику. От повірте, ті, хто кажуть, що нема грошей на щось, на навчання, на щось іще, ви потім набагато більше втрачаєте грошей, часу, сил, і саме, мабуть, неприємне, що ви втрачаєте таланти дитини. Там, да? І таланти точно ми вже не повернемося і не повернемо. Якщо ми не розвиваємо їх, якщо ми не закладаємо правильні основи, то далі дитині набагато важче. Вибачте за повтор питання. Минулого разу прописала відповідь при тренуванні мануальних навичок дитина сісти на 90. Ні, я вже сказала, що не можна садити дитину під 90 градусів. Треба дитину відволікати від цього процесу. Зробили там 2 підтягування, потім підняли там, взяли отак от бедра, пішли, пройшлись по колу, там дали якусь штуку. Можна також, якщо ви тренуєтеся на практиці, там є інформація з приводу палички, туди також можна прикручувати всякі там, я робила колокольчики, різні всякі штуки. Можна, наприклад, зробити там 2, 3, 4 підйоми, коли ви весело там, вау, там, давай я тебе цьомну в носик поклали назад, давай я тебе там цьомну в щічку, там, тобто грати з дитиною, щоб переключати її на щось інше. Як правильно реагувати, коли на площадці
терки з іншими дітьми, якщо чиєсь дитина вдарила твою або щось забрала. Ну, перше. Дивіться психологію і поведінку, щоб більш комплексно це зрозуміти. Друге, наша задача як батьків забезпечити безпеку наших дітей. Тобто, якщо ви бачите якась ситуація, при якій дитину одну вдаре інша, неважливо, це ваша дитина, не ваша, ви маєте поставити руку і захистити ту дитину, яку, наприклад, хочуть зараз вдарити. Так, я вам буду показувати деякі відео. Якщо ви бачите, що вашу дитину будуть бити, ставимо руку, захищаємо. Якщо ви бачите, що ваша дитина хоче когось вдарити, ставимо руку, захищаємо. І якщо це, наприклад, ваша дитина, ви з нею маєте це пропрацьовувати. Якщо це дитина когось іншого, так, то ви маєте поспілкуватися на рівні батьки-батьки. Тобто не можна спілкуватися, ви кричите на чиюсь іншу дитину. Ви маєте спочатку спробувати встановити контакт на рівні батьки-батьки. Якщо батьки не в адекваті, вони не розуміють, вони не включаються в ці процеси. Ну, варіант номер 1 – відійшли на інше місце. Варіант номер 2 – контролюєте фізичну безпеку вашої дитини в залежності від віку дитини. Пишіть, будь ласка, з запитанням, разом пишіть, будь ласка, вік дитини, щоб я розуміла вік дитини. Тому що для різного віку це різні історії. Якщо дитині менше 3 років, то ви фізично захищаєте її. Якщо більше 3 років, там вже включається інша трошки штука. Це вже соціалізація, адаптація, і вона буде базуватися на тому, чи нормально ви розвивали дитину фізично, емоційно, інтелектуально. Так, дитині рік і 8, на дитячому майданчику стукає кулаком інших діток, коли хоче іграшку або в нього хочуть забрати. Знаю, що питання в кордонах, але не виходить правильно пояснити, як розділити захист і напад. Дивіться, будь ласка, урок в старшому курсі психології поведінки, що робити, якщо моя дитина дереться. І другий урок, який ви маєте продивитися, як виставляти кордони поведінки. Тобто це як мінімум 2 уроки по годині, які ви маєте прослухати уважно. Тому що, це дуже серйозні речі. І от коли ми кажемо про кордони особистості, тут треба виставляти. Ви маєте зупиняти руку своєї дитини, коли вона намагається вдарити іншу дитину. Тобто ви фізично знаходитеся поряд з вашою дитиною і контролюєте ці питання. Першим нападати ніколи не можна. Але якщо на тебе нападають, ти маєш відбиватися. От запам'ятайте, головне правило. Ніколи не кажіть своїй дитині, не можна битися. Битися можна. Якщо тебе б'ють, ображають, ти маєш битися. От просто з прикладом, України і Росії. Коли Росія нападає на Україну, ми маємо відбиватися і маємо давати гідну відсіч. Ми не можемо стояти і чекати, поки нас будуть бити. Але ми ніколи не нападаємо перші на людей інших. Тобто, розумієте, різницю? Не будь агресором перший, але якщо на тебе нападають, став кордон, відбивайся і охороняй свою територію. Тобто, це дуже важливі речі з точки зору психології дитини, розуміння себе, своїх кордонів, і, звичайно, з точки зору взагалі розуміння ситуації політичної, яка зараз відбувається з нападом. Добрый вечер, или вы, что значит вы? Окей. Год 9 девочка, когда не получается что-то, хочет, начинает кусать меня, потом бьет себя по голове, кусает себя. Я стараюсь не ругать, объяснять спокойно, либо очень строго говорю, что делать. Первое. Переориентировать движение ребенка. То есть голову бить нельзя, можно бить подушку. Маму кусать нельзя, можно кусать огурец. То есть научитесь, пожалуйста, переориентировать действия. И вот опять же, все вопросы, заметьте, на всех сессиях, на всех эфирах вопросы повторяются. Почему? Потому что родители не знают базовых вещей психологии своего ребенка. И делают ошибку за ошибкой, не зная вообще, как глобально реагировать в той или в другой ситуации. Это то, что я говорю. Если вы на практике, пожалуйста, 1 урок в 2 дня, и вы через 2 недели будете знать все, что касается поведения, психологии, истерик, конфликтов вашего ребенка, и вы забудете, что такое не понимаю, что делать, не знаю, как справиться с истерикой, или боюсь сделать ребенку психологические травмы. Слушайте, не жалейте время, потому что от этого зависит то, насколько вы правильно либо неправильно воспитываете своего ребенка. Дальше. Если ребенок вас кусает, что это? Это переход на границу вашего тела. И можно маме сказать, не вопрос, это мой любимый ребенок, пускай он меня кусает. Но что будет происходить дальше? Если ваш ребенок проявляет агрессию, он идет в садик, кусает соседа и получает в нос, или в лоб, или в глаз. Потому что нельзя нападать. Потому что если ты нападаешь, будь готов, что ты получишь в нос. И вы, получается, делаете медвежью услугу своему ребенку, не объяснив, что такое границы, не приучив ребенка к тому, что это другое тело, это граница другого человека. На границу другого человека ты не имеешь права переходить. Поэтому в данной ситуации вам нужно выровнять понимание у своего ребенка, что такое граница другого тела. И это начинается с момента грудничка. Если ваш грудничок, кушая грудь, кусает вас, вы его наказываете чем? Разлучением. То есть для ребенка маленького наказание – это разлучение с вами. Отсадили на метр и сказали: нет,
Так нельзя. Ты только что меня укусил. Так не будет. Я тебя наказываю сейчас тем, что я тебя отлучаю от груди. Да, то есть и вы потихонечку приучаете ребенка к тому, что границы мамы, границы папы переходить нельзя в агрессивной форме. Если ваш ребенок вас лупит, это не смешно, это не весело, да, там хихи-ха-ха, это конкретная проблема с пониманием границ. И пока что, когда ребенок маленький, он может это сначала сделать случайно, да, но вы неправильно отреагировав, не останавливаете этот процесс, и потом вы уже получаете игру, да, ударь маму по лицу или там потяни ее где-то. Если это ребенок до года, и он тянет вас за волосы, он не делает этого специально, у него просто руки неуправляемые, да, он еще только учится ими управлять. Поэтому взяли хвостик, завязали, убрали, не провоцируем. Но если вас кто-то кусает, если кусает кого-то, да, то это стоп. Это правильная реакция на переход границы вашего тела. Иначе ваш ребенок, не понимая этого, попадет в просак в школе, в садике, когда он пойдет в большую жизнь. Яке взуття потрібно для перших кроків? Жорстка п'ятка обов'язково, тому що якщо буде не жорстка п'ятка, нога буде уходити і може спровокувати чи вальгус, чи плоскостопія. Друге, в залежності від того, як ставить ногу дитина, чи завалює всередину, чи трошки в бік, чи плоскостопія, чи вальгусна стопа, в залежності від цього або з супінатором, або без супінатора. Але це вам скаже ортопед, якому ви покажете ноги своїх дітей. Тому приблизно до моменту, коли дитина вже починає потрошки ходити, ви маєте показати ножки, запитати, яке має бути взуття. І друга штука. Ролики, велобіги, пупсобіги. Все це теж можна тільки після того, як ви покажете ноги дитини ортопеду. І ортопед скаже, чи можна, чи не можна. Тому що деяким дітям, які сильно завалюють ноги, не можна взагалі це. Так, дочка 1,6, первые полгода занимались по программе, потом тоже, но меньше. Сейчас ходит в ясли. Воспитательный специалист по детскому развитию, по вечерам много гуляем. Очень развитая и спортивная. Нужно ли заниматься дополнительно? Конечно, развитая и спортивная. Если вы занимаетесь программой, то это только начало всех достижений ребенка. Почему? Потому что это то, что идет от природного развития. Это то, что помогает ей проходить эффективные этапы. Конечно, нужно дальше заниматься. Смотрите, годы 6, вы уже видите крутой результат. И если вы, например, сформировали там классно, первые 4 этажа развития мозга, скажете, ну и так же ж нормальная вроде как бы, хорошо я отработала, да, дальше могу расслабиться, то я вам скажу, расслабьтесь, пожалуйста, в 6 лет. Не в годы 6, а в 6 лет, потому что ваш ребенок все еще в процессе отработки базовых вещей. Это очень круто, что вы смогли пройти эффективно вот эти первые этажи, да, то есть смотрите, как оно делится. Первый этаж развития мозга это до 2,5 месяцев, второй этаж до 7 месяцев, третий этаж до 12 месяцев, потом до 1,5 лет, потом до 3 лет и потом до 6 лет. Все, основа заложена. Вот какую основу сформировали ребенку, такое у него и будет будущее. Крутая основа, крутое будущее, много результатов, много достижений. Все, что ты хочешь, ты получаешь, потому что ты знаешь, где твой талант, ты его развиваешь. У тебя хорошо заложены базовые вещи, такие как чистый слух, который помогает изучать языки, круто развивать речь, быть коммуникабельной. Такие как хорошее зрение, которое концентрируется именно на том, что нужно ребенку, да, а не просто там на всем подряд, тут глаза скачут со строки на строку, читать не могу, не хочу, не буду у вас учиться. Вот. У ребенка круто и быстро работает мозг, он хорошо развит, потому что очень частая проблема, мы пытаемся впихнуть стихи, буквы, цифры, языки, оно не лезет. Почему не лезет? Потому что мы должны сначала сформировать вот эти полочки, образно говоря, да, на которые мы будем загружать все, что потом будет ребенок воспринимать. И в 6 лет загружать. Поэтому, конечно, заниматься со своим ребенком нужно. То, что вы видите промежуточный результат, это круто, это показатель того, что вы большие молодцы, вы занимались ребенком, и даже вот какие-то малейшие действия, они обязательно дают пользу ребенку. Ребенку 9 месяцев полностью отказывается от овощей, не ест ни пюре, ни супы, как быть? Смотрите, тут нужно смотреть, насколько у ребенка правильно сформирована внутренняя мотивация. То есть, если ребенок не хочет у вас есть из ложечки, да, ту еду, которую вы приготовили, то попробуйте запарить ему, например, кабачок, да, там кубиком, дайте ему там на вилку накалите его, или положите в ниблер там ту же морковку, например, там можно даже не вареную, или яблочко, ну фрукты, понятно, может хотеть есть, тыкву смешайте там с мясом или с тем, что есть ребенок. То есть у вас должна быть правильная система того, как ребенок кушает. Я не знаю, по какой причине. Либо у ребенка не сформирована
сформирована внутренняя мотивация, либо вы неправильно, скажем так, преподносите еду, потому что знаете, какая частая ошибка родителей? Когда они толкают ложки в рот своему ребенку, он что делает? Он противостоит, у него идет протест. Не хочу, мама, не надо мне насильного кормления, не надо мне, когда ты запихиваешь мне в рот какую-то еду, я буду выплевывать, я буду откручиваться, убегать от тебя и так далее. То есть формат приучения ребенка к самостоятельной еде базируется на том, что ребенок сам учится развивать мануальные навыки. Благодаря хорошо развитым рукам он в состоянии брать ложку в руку. С 6 до 10 месяцев он учится крутить ложкой, он ее грызет, стучит, кидает. То есть он изучает мир, изучает свои руки, как держать еще и ложку. И к 10 месяцам, вот как на видео с моими детьми, дети уже кушают сами. И вот этот ребенок, он ест реально сам, потому что он хочет, да, у него есть мотивация, а не я пихаю ему в рот под мультики, не дай бог, вот, либо под бабушку с бубном или еще под что-то, да, под какие-то форматы отвлечения. Ребенок должен фокусироваться на том, что он ест, и он должен понимать, что ему нравится, что ему не нравится, потому что иначе вы формируете, опять же, что? Позицию жертвы. Надо мной могут проводить любые насильные манипуляции, а я обязан это терпеть. Это не круто. Вот, поэтому добавляем разнообразие. Может, у вас ребенок пока что наедается полноценно грудным молоком. То есть, ну, вот на младшем курсе есть рекомендации по прикорму и по всем остальным пунктам самостоятельности. Добрый день, вчера не подключилась. Скажите, пожалуйста, с каких роликов начинать? Детские семиколесных или обычные? Обычные ролики, начинаем мы их с 2-летнего возраста. Самый маленький размер роликов 25. И это слегка проблема, потому что у ребенка в 2 года намного меньше размер ноги, но, тем не менее, это не повод не кататься на роликах, просто вы одеваете носочек и потуже немножко затягиваете боковое крепление, потому что в такой ситуации ребенок нормально в этом ботинке находится. Самое главное правило, чем меньше ребенок, тем короче занятие. То есть, если вы приучаете ребенка в возрасте 2 года, то занятия начинаются от 2 до 5 минут. Их идеально делать в домашних условиях, где-то там на коврике домашнем, да, потому что если вы будете выезжать на роллер-дром, вот это уже мои дети, и уровень, как я называю, 80-й уровень баланса у Никиты, вот, лучше делать это дома, потому что если вы оденете ребенку ролики, и он пойдет у вас там на полчаса тренироваться, то он возненавидит эти ролики навеки. То есть, если вы маленького ребенка сразу нагрузите, у него ролики это тяжелая штука для ног. Смотрите, уровень баланса у Никитоса. Вот. То есть должно быть все очень постепенно. Я своих детей, Никита, по-моему, года 8 начинал кататься, Николь первый раз, по-моему, она в 1,5 года на ролике стала. Вот. Но главное, что я катаюсь, и дети смотрят, либо тренер катается, и дети смотрят, либо другие дети катаются, и дети ваши смотрят. То есть вот это вот все начинает потихонечку ребенка мотивировать. Вот такие ровные ролики, когда дети маленькие, у них 3 колеса. Вот видите, даже там на этом видео, там не помню, Никите 6-7, не помню, сколько ему лет здесь, но у него на роликах 3 ролика. Даже не 4, то есть у него 3 ролика, а у пупсиков у них влазят тоже только 3 ролика. И ни в коем случае не делайте вот эти ролики, знаете, как тут колесо. То есть ролики должны быть в один ряд, тогда они имеют толки, они развивают баланс. И вот одна из причин, почему у меня, например, дети очень быстро учатся, воспринимают все через слух, это хорошо развитый баланс. То есть когда ты дополнительно к основным программам добавляешь еще виды спорта, то ты делаешь детей умными, да, ну, образно говоря, ты помогаешь им концентрировать внимание на определенных вещах. Ребенок пополз в 7 месяцев, самостоятельно пошел в 10,5. Ну, 3,5 месяца отползал, окей. Да, начал ползать в 10 месяцев, но если ребенок начал ползать в 10 месяцев, то считаем, задержка в развитии 4 месяца. Ну, если на четвереньках. Так, начал ползать 10 месяцев, 1-1 начала ходить, значит, ребенок у вас не доползал как минимум полмесяца. То есть, смотрите, между ползанием на четвереньках красивым и хождением проходит в среднем около 3,5-5 месяцев для того, чтобы спина подготовилась к вертикализации. Если вы делаете это быстрее, то вы даете нагрузку на спину. И чем это может быть чревато? Сколиозами в школе, проблемами с спиной, в более взрослом возрасте и так далее. Так, начала ходить, но когда ходит, шатается и падает, когда должна ровно ходить. Значит, ну, это нормально, что ребенок, который учится, он может падать, то есть тут ничего такого удивительного нет, но если, допустим, учитывать, что ребенок начинает ходить в 10 месяцев, то до 1,5 лет он отрабатывает полностью все навыки подвижности, и вы переходите на разные упражнения с разными поверхностями, да, там под горку с горки и так далее, вот, для того, чтобы отработать еще круче баланс. Но у ребенка до 1,5 лет, ну, вот в вашей ситуации, может быть, даже до более старшего возраста, потому что недавно только начал ходить.
До 1,5 лет отрабатывается подвижность. Ребенок становится свободным ходунком, и дальше у него возвращается речь. То есть в год ваш ребенок говорит 10-14 слов в среднем. И потом вы заметите, что у него такая как пауза. Да? Пауза с тем, как он набирает словарный запас. И это нормально, потому что в такой ситуации ребенок просто переключился на то, каким образом ему научиться ходить. То есть эти моменти важні. Рік і 8 місяців, коли прошу щось зробити, одягтися, сходити на горшок, відповідь ні і йде геть. Це вже криза негативізму. Так, до 2 років іде криза негативізму, але, будь ласка, дорогі батьки, не ставте дитині завдання не по віку. Якщо ви серйозно кажете, так, піди вдягнись, будь ласка, виходимо на вулицю, що буде? Звичайно, ні. А якщо ви скажете, хто перший зараз добіжить, вдягнеться, я зараз дожену тебе, зараз там зацілую, закусаю, пішли, дивись в вікно, там білочка, треба її погодувати горішком, або там щось там бери, збирай відро, бери лопату, що ти береш з собою на вулицю? То. Так, добре, ходімо. Тобто, ви розумієте, да, різницю в цих двох підходах? Якщо ви серйозно, з таким напрягом, з такою мамською занудністю, яка нам часто нас супроводжує. Якщо ви намагаєтеся дати дитині щось, то вона буде у вас протестувати. Якщо ви правильно підходите до цих питань, то все буде гуд. Тому просто міняйте підхід і розумійте, що особливо дитина в 2-річному віці, якщо ви будете на неї тиснути, ви просто будете так мучитись. Цей період кризи негативізму – це просто катастрофа. Якщо ви розумієте, про що мова, то у вашої дитини є криза. І кризи є різні, вони там є з моменту народження. В рік ви точно зрозумієте, що ваша дитина вже стала доросла, свої бажання, можуть бути часті істерики. А от криза 2 років, тримайтеся, це буде дуже весело. Якщо ви неправильно реагуєте на це, то вам хана. Ваша дитина вас просто замучить. Тому не тисніть на дитину в віці 2 років в тому, що вам не важливо, будь ласка. Збережіть собі нерви, збережіть нормальні відносини з дитиною, не втратьте їх, будь ласка, бо коли ви тиснете на дитину у всіх питаннях, вона просто зробить ваше життя нестерпним. Тому що це її задача відстоювати свою позицію, свою свободу, своє право бути окремою особистістю, розумієте? І це основна задача. Курс дуже корисний, класний, всім раджу не шкодувати грошей на розвиток своєї дитини. Так, це правильний, нормальний, здоровий підхід, тому що, розумієте, якщо ви шкодуєте грошей на розвиток з дитинства, то ви потім будете платити логопедам, репетиторам, нейрофізіологам, нейропрактикам. Це дуже сильна економія грошей, повірте. Це така економія грошей, що ви потім просто будете вдячні собі за найважливіше рішення в вашому житті. Я повторюю весь час, що я не знаю, я дала своїм дітям найважливіше, що в принципі могла їм дати. Це знання, нейрофізіології і психологія. Все. Далі я просто кайфую від того, які вони ростуть. І я вважаю, що кожні батьки мають право кайфувати від своїх дітей, дивитися, як вони круто розвиваються, а не займатися затримками, проблемами, капризами, істериками. Ще така цікава штука, що дитина, яка зайнята, яка має гарні звички, вона менше капризує, вона не виносить мізки, вона набагато краще себе поводить, тому що вона завжди зацікавлена в чомусь. І це дуже круто. Марику 4 місяці, коли ношу його стопчиком, не тримається рівно, спинку трохи нахиляється на одну сторону, то на іншу, як правильно замістити спину, з вами на курсі. У вас є вправи, по-перше, це нормально, що трошки підхитується, по-друге, час животику зміцняє. У вас є вправи, коли ви берете дитинку до себе спиною, у вас теж ці вправи є на практиці, і трошки нахиляєте вперед-назад, так? І це буде трошечки пізніше, в програмі, теж у вас в більшій кількості. Але на даному етапі, коли ви дитину викладаєте на живот, коли у вас є вправи пов'язані з животиком, то вона підкачує спинку, плечики, шийку, там все, що стосується ліктиків, в общем, все це. Ви можете прислати відео мені, як малюк рухається, щоб я глянула. Я у вас в Viber-групах завжди є. І завжди ви можете, ті, хто на практиці, маєте до мене доступ. Ребенок 1,1 вообще не ест молочку, кефир, творог, как сделать, чтобы начала есть. А вот тут вы проанализируете, потому что есть дети, у которых есть непереносимость, во-первых, молочки, это первое. А второе, есть дети, у которых переносимость, но они по какой-то причине их не едят. И у меня дочка, у нее не было проблемы непереносимости молока, но
Она до 2 лет она не могла есть молочку, ни творог, ни молоко, ничего. Она просто его выдавала обратно моментально. Да? И вот только после 2 лет, по чуть-чуть, там сырничков мы начинали, пропаренных, и вот она только после 2 лет смогла это есть. Это тоже может быть определенной особенностью ребенка. Підкажіть, будь ласка, дитині рік, до цього часу дитина спала з мамою, зараз стало складно, як привчити м'яко дитину спати в ліжку і всю ніч не прокидатися 5-6 разів. Дуже дякую за відповідь. Ну, це наша мрія. Як м'яко відлучити від грудей, як м'яко відлучити від соски, як забрати м'яко, щоб дитина не засмутилася в дитини те, що вона любить більше всього. Ну, от якщо у вас будуть забирати те, що ви любите, да, ви як скажете? Ну, добре, я віддаю, я нічого не можу зробити, да? Ну. Чи ви скажете, та ні, мені це треба, я не хочу віддавати, давай домовимося, давай поговоримо з цього приводу. Ваша дитина дає нормальну реакцію, мама забирає там щось, да, груди, кричим, бо інакше я не зможу вижити. Да? Це еволюційна звичка кричати в дитину до року, і коли дитині 1,5-2 року, тільки тоді ви змінюєте формат реакції. Якщо дитину зараз ви намагаєтеся привчити, щоб не прокидалася вночі, то поки вона у вас на грудному годуванні, вона у вас буде прокидатися вночі. Коли вона вже у вас сходить з грудного годування, тоді ви переходите на інший графік вкладання дитини спати та на інші формати ритуалів сна. У вас це є в старшому курсі, там же є і про відлучення від грудей, десь приблизно 40 хвилин вам треба буде продивитися цей урок. І друге, там є сон, модуль сон, що таке ритуали сна, як їх пробудувати правильно, що таке скачки росту, чому вони провокують регреси сна, ну і все це. Тобто, модуль сон трошки більший, там декілька уроків, які вам треба буде продивитися, і ви будете все розуміти. Хлопчик 5 років, ще не вимовляє букви R, це норма. Ну, до 5 років, в принципі, дитина вже вимовляє літеру R, тому ви маєте зараз трошечки активніше позайматися цим. Робіть вправи для того, щоб дитина вимовляла літеру R, і там, приблизно за 2 тижні, якщо ви активно займаєтеся, дитина може почати її вимовляти, цю літеру. Але далі не затягуйте, будь ласка. Рік і 8, хоче стрибати, намагається стрибнути з місця, стрибає на ліжку, залазить на невелику сходинку і зістрибує. Чи треба, чи якось тренувати. Ну, перша дитина до 2 років, вона зазвичай стрибає отак. Вона просто хитається вверх-вниз, і це не стрибки повноцінні, коли він відривається ногами від підлоги, а це таке більше, там ще такий перехід з шатання на стрибки. Так, стрибати треба, але найголовніше в стрибках, коли дитина стрибає, це правильно групування, правильно амортизація. І от коли ми з вами, наприклад, в старшому курсі з 1,5 року починаємо переходити на кувирки, на інші вправи, там також ми дитину готуємо до того, щоб вона амортизувала правильно. Да? Якщо там дитина різко стрибає і робить навантаження на позвоночник, це може бути травма. А якщо дитина робить отак, да, вона групується, да, і оці кувирки, коли ми робимо, що ми робимо? Ми ж відпрацьовуємо. Підборіддя вниз, підборіддя вниз, підборіддя вниз. І оці повтори, які ви робите в практиці, вони раніше чи пізніше дають дитині автоматичне групування. І коли, наприклад, ваша дитина йде в садочок, вона там десь може впасти, але при правильній групіровці вона в безпеці. У мене така ситуація була з сином, десь щось вони там стояли в черзі, на сходинках, там хтось когось товкнув, і він злетів з сходинок, згрупувавшись правильно, сховавши шию, тому що відпрацьовано до автоматизму ця штука. Ось, став, потрусився, пішов далі. Всі там жах, але дитина згрупувалася просто вчасно. Тому це і не просто програми занять, які ми з вами робимо, а це конкретно безпека вашої дитини. Как вы начинали обучение, уже когда стали мамой? Очень ценная информация, я даже не представляю, что физические упражнения так важны детям. О, это нейрофизиология, дорогие мамочки. Они не просто важны детям. Если вы не занимаетесь этими направлениями с ребенком, то ваш ребенок потом имеет проблемы с процессом обучения. Простой пример. Ползание влияет на что? На ближнее зрение, координация рука-глаз, расстояние между глазками и ручками, когда ребенок ваш ползет на четвереньках. Оно играет огромную роль в том, как он у вас будет читать, писать, как он будет глазками воспринимать вот все, что у него находится на парте. Если вы не занимаетесь вестибулярным аппаратом ребенка, то у ребенка будут проблемы с концентрацией внимания, его может укачивать, могут быть проблемы с поведением, слишком импульсивный, например, там, или слишком агрессивный. Да? То есть вот эти вот вещи влияют на то, как ребенок учится. Это все связано, понимаете? То есть там миллион вот этих вот пунктов, это то, что я говорю. Если мама не учится, типа там наобум, как вырастет, так и получится, да, то и получаются такие проблемы, что вы там, например, приходите там 2-3 года плюс, уже
уже приходят мамы. Есть проблема, не говорит, не развивается нормально, есть задержки, там, нет пинцетного захвата, не кушает сам, не одевается сам, истерики постоянные, поведение непонятное, самоконтроль нулевой. То есть, и вот это же все, это является результатом того, что вы не гармоничны, не всесторонне подходите к вопросу развития детей. Так, сейчас все говорят про карточки и мелкую моторику. Ну, вы понимаете, я так скажу, что только 20% населения мира действительно осознанные родители, осознанные, продвинутые. Это как принцип Парето, да, 20% людей, они вообще как бы глобально зарабатывают 80% денег мира и наоборот, 80% зарабатывают 20%. То есть это ваш вопрос, к каким родителям вы относитесь. Я лично 100% ответственный родитель. Еще до рождения нашего первого сына, первого ребенка, я уже знала базовые программы там американских, японских учителей, специалистов. Потом в рамках этого проекта уже было добавлено около 150 самых крутых авторов мира. То есть это такой сборник, который я лично собирала 10 лет. Да, я ездила в Англию со своими детьми, я там занималась переписками с американскими специалистами. Это реально очень круто. Мне это увлекает, потому что я делаю что-то, я вижу, какой-то результат дает. И потом я просто начала прописывать эти программы для своих друзей, потому что они видели результат. Ну, а потом я просто сделала это массово в виде курса, потому что это те знания, от которых зависит будущее ваших детей. И это очень важно. Это, на самом деле, самое важное, что можно дать им. Сину 5 років, який взяти курс, щоб допрацювати до 6 років. Курс від 1 року до 6 років. І вам доведеться зробити крок назад. Тому що якщо ви не займалися, то ваша дитина по розвитку на рівні 3 років. Тобто ви берете програму 3-6 і допрацьовуєте її. На жаль. Ребенку 1 год и 2 месяца на грудном вскармливании спит вместе со мной. Как аккуратно можно его отлучить от груди и приучить спать отдельно. Старший курс, час эфир, который вы можете просмотреть по поводу отлучения от груди. Мы просто не успеем, ему осталось 40 секунд. 3 дня как год не хочет присыпать кинетический песок из коробочек в баночке, только размешивает руками, по нему норма. Норма, конечно, норма. Ребенок в год не должен у вас пересыпать кинетический песок. В старшем курсе у вас есть очень много разных игр на мелкую моторику. Пожалуйста, включайтесь, смотрите. Так, в Инстаграме эфир закончился. Заканчиваем эфир в Ютубе, Фейсбуке на сегодня. Все, сейчас еще смотрю, у меня, по-моему, какой-то был вопрос из Инстаграма или Фейсбука. Сейчас, секундочку. Так. В 3,5 месяца ребенок засовывает кулачок или большой пальчик в ротик. Сбоку на деснышках есть бугорки, похожи на зубки. Можно ли давать грызунки? Грызунки обязательно нужно давать. И второе, что вы должны понимать, что у ребенка в таком возрасте есть такая штука, когда они засовывают в ротик кулачки, в ротик могут засовывать пальчики, да, но это намного хуже, чем соска. То есть, если мы сравниваем соску и палец, то палец, он проникает глубже, он сильнее деформирует челюсть, его сложнее от него отучить. И, естественно, это будет большой проблемой потом, потому что до 2 лет вы у ребенка просто не сможете забрать этот палец, он постоянно будет его тянуть в рот. Поэтому, если вы еще можете приучить, а в 3 месяца вы еще можете приучить ребенка к тому, чтобы он у вас брал соску, то соску можно лимитировать. Да, соска это тоже вещь, которая имеет определенные там противопоказания, да, и определенный момент, она тоже в какой-то степени может деформировать прикус, но это намного безопаснее, чем тот же палец, который постоянно во рту, его нельзя лимитировать, рот закрыт, ребенок не развивает речь, соску можно достать, спрятать, когда там, например, ребенку уже выросло 8 зубов самых тревожных, взять, обрезать эту соску, убрать, и за 3-4 дня ребенок просто ее оставляет. Поэтому, все-таки, если вы уже видите такую штуку, да, то, конечно, лучше попробовать найти свою соску, приучить ребенка к этой соске. Так, все, дорогие мои. На сегодня все. Заканчиваем ваши тоже эфиры и встречаемся на следующей неделе. Я напомню, что сегодня полдня осталось крутых скидок, те, которые мы каждый год устраиваем летом. Вот немножко у нас они сместились во времени. Поэтому ловите возможности. Это действительно то, что меняет реальность ваших детей. Инстаграм «Дети гении». Обязательно пишите, если вы хотите присоединиться, пока есть скидки. Потому что уже с завтрашнего дня цены снова повышаются и уже будут дальше в повышенном формате. Все. Всем хорошего дня. Пока.